Здравствуйте! Доброго всем времени суток! В этом видео будем говорить о затмениях. Я дам важные рекомендации для этих дней, а также дам прогнозы для некоторых стран СНГ. Ко мне поступил запрос, как лучше всего проводить дни затмений. И я бы хотела внести ясность в эту тему и рассказать, что лучше всего делать в дни затмений, а чего лучше вообще не делать в такие дни. Хочу отметить, что я неоднократно встречала мнения различных людей и специалистов, что в дни затмений нужно начинать важные дела, составлять планы на год и так далее. Хочу сказать, что это неправда, и сейчас мы с вами разберемся, что же нужно делать, либо не нужно делать в дни затмений. Итак, кратко, что же такое затмение? Это астрономическое положение небесных тел, планет, при котором одна заслоняет свет от другой. Что дает нам наше светило Солнце? Конечно же, все знают, что Солнце – это колоссальный источник энергии для людей, животных, природы, для всей Земли в целом. Нам очень важен солнечный свет, а недостаток солнечного витамина D приводит к различным недомоганиям организма. Когда солнечного света и тепла становится мало, то природа увядает. Некоторые животные впадают в спячку, а у людей становится меньше энергии. В процессе фотосинтеза преобразуется солнечная энергия и производится кислород, который необходим нам всем. С помощью солнечного излучения и магнитного поля Земли образуется озоновый слой, который защищает нас от опасного ультрафиолетового излучения. Вы справедливо можете возразить, что некоторая солнечная активность может негативно сказываться на Земле и живых организмах, но, надеюсь, все мы понимаем, что то колоссальное, позитивное и необходимое воздействие Солнца значительно перекрывает его некоторые негативные воздействия. Подобно Отцу, давшему жизнь и взрастившему, но иногда наказывающему, Солнце бесспорно необходимо для нашей с вами жизни. Луна также влияет на Землю на физике, но особенно сильное влияние Луна имеет на психоэмоциональное состояние людей, и люди, которые имеют особенно чувствительную психику, ощущают это особенно отчетливо. Более подробно об этих явлениях, а также о том, как влияют затмения на нас со стороны астрологии и эзотерики, вы можете услышать в видео, ссылочка на которое сейчас появится вверху экрана, а также будет оставлена внизу в описании. Также в этом видео я еще в начале года дала прогнозы на весь 2020 год, и вы можете посмотреть его и сравнить результаты на конец года. Итак, учитывая все вышесказанное, повторим, что затмение – это астрономический процесс, когда одна планета заслоняет, перекрывает собой свет от другой планеты, то есть перекрывает воздействие, перекрывает поток энергии одного планетарного тела на другое, в частности на человечество и на Землю. К тому же обратите, пожалуйста, внимание на семантику слова «затмение», а также поразмышляйте, помедитируйте на созвучные и однокоренные слова и задумайтесь, пожалуйста, о том, что символы и значение слов играет в нашем мире очень и очень большую роль. И, возможно, я надеюсь, в скором времени мы поговорим с вами об этом отдельно. Исходя из всего вышесказанного, я надеюсь, всем зрителям данного видео стало понятно, что затмение несет в себе негативный характер, и, следовательно, важно понимать, что делать и чего лучше не делать в такие дни. И далее я расскажу вам об этом, а если это видео будет вам полезным, то вы можете сказать спасибо за мою работу, нажав лайк под видео. Итак, в дни затмений, в дни около дат затмений, то есть за несколько дней до затмения и через несколько дней
после даты затмения, и важно понимать, что влияние солнечного затмения длится гораздо дольше, я категорически не рекомендую вам начинать лечение, назначать на эти даты операцию, составлять какие-либо важные планы на будущее, делать крупные покупки, начинать поездку, планировать на эти даты вылет или выезд куда-то, либо возвращение откуда-то. Не рекомендуется совершать какие-либо крупные финансовые траты, финансовые операции, брать или давать в долг, взаймы, кредиты. И в особенности, почему так нежелательно брать кредиты, почему это так опасно и вредно, вы можете услышать вот в этом видео, а также найти ссылочку на него в описании под данным видео. Не рекомендуется вступать в брак, подписывать какие-либо важные документы, составлять какие-либо важные договора, соглашения, обязательства. В общем, в даты затмения и в даты около дня затмения я не рекомендую вам начинать и делать что-либо важное для вас. И многие у меня спрашивают, что вот, например, я уже ранее начал лечение или начал какую-либо работу, что мне бросать или прекращать это лечение? Нет, если вы уже начали ранее что-либо делать, лечение, какую-либо работу, какой-то проект, то, конечно же, вы можете продолжать это делать, но конкретно в эти даты не стоит начинать что-либо новое и важное для вас. Затмения влияют на психоэмоциональное состояние людей и в особенности на чувствительных людей, поэтому я очень рекомендую вам быть в эти дни добрее к друг другу, отзывчивее, относиться друг к другу с большим пониманием, а если кто-либо из ваших близких будет вести себя капризно, нервно или даже агрессивно, то я не рекомендую вступать в споры с этими людьми и не принимайте близко к сердцу все, что делают или говорят ваши близкие в состоянии эмоционального расстройства и тому подобного. Не вступайте в какие-либо споры, ссоры, разбирательства, а если они необходимы, то постарайтесь отложить их на попозже. И в дни затмений я очень рекомендую вас отстраниться от всех внешних обстоятельств. Я рекомендую вам относиться ко всему происходящему как на некий спектакль, который разыгрывается перед вами. Не судите и не относитесь ко всему происходящему слишком серьезно. Переходим к тому, что же лучше делать в дни затмений. В идеале в дни затмений было бы уединяться. Если у вас есть такая возможность, то останьтесь дома, либо побудьте в уединении на природе. Идеально подходят для таких дней различные духовные практики, как минимум будет полезным помедитировать. Но лучше медитируйте в одиночестве. А если вы не знаете об опасности групповых медитаций, то я расскажу вам об этом вот в этом видео, а также вы найдете его в ссылочке в описании. Очень хорошо в дни затмений очищаться от чего-либо, будь то вредные привычки или физические вещи. И одно из первых, что я рекомендую своим клиентам в дни затмений, это делать ревизию. Расчистите свое пространство от ненужного хлама, потому что ненужный хлам также тянет из вас энергию. И освободите в своем пространстве место для чего-то нового. И выбрасывая мусор, ненужные вещи, помните о сортировке мусора и давайте уже переходить к осознанной экологичной жизни. Вещи, которые представляют собой какую-то ценность, вы можете подарить своим близким или друзьям или направить их на благотворительность. К примеру, в каждом городе есть организации, которые занимаются помощью малоимущим людям. Можно отдавать церкви, в храмы, можно помогать различным приютам детским. Также текстиль, который уже находится в таком более обветшалом состоянии, вы можете передавать зоозащитным центрам, и они будут использоваться как подкладки для животных.
Если вы хотите избавиться от какой-либо вредной привычки, осуществить пост, голодание, какое-либо ограничение для своего же блага, то дни затмений – это лучшее время для этого. И один из способов, как избавиться от вредной привычки, вы можете найти по ссылочке в описании под данным видео. Если вы храните какие-либо вещи, которые вызывают у вас неприятные воспоминания, к примеру, это могут быть фотографии, подарки от какого-то человека, который причинил вам боль в прошлом, то от таких вещей вам, конечно же, лучше избавиться. И дни затмений – это отличное время для такого освобождения. Прекрасно в дни затмений заниматься пожертвованиями, благотворительностью на физическом уровне или хотя бы ментально пожелать всем своим друзьям, близким, всем людям на планете, всей Земле, природе всего самого наилучшего вслух или про себя в своих мыслях. Также хорошо проявить заботу о ближних, поухаживать за животными, за растениями. Также очень хорошо было бы провести время в дни затмений в процедурах очищения, к примеру, принять ванны, сходить в баню, попариться и любые другие процедуры, которые очищают организм и ваше тело. В дни затмений хорошо очищать не только свое тело, но и все пространство вокруг вас. Например, вы можете сделать уборку в своем доме или квартире, можете сходить на прогулку в лес и возьмите с собой перчаточки и пакетик и соберите мусор, который будет встречаться вам по дороге. Полезным будет провести время за чтением, а также вы можете смотреть или слушать полезные видео, лекции. Если в дни затмений у вас будут негативные мысли, пессимистичное состояние, то поднимайте свое состояние искусственно. К примеру, вы можете слушать любимую вашу музыку или умиротворяющую музыку, звуки природы, смотрите комедийные, позитивные фильмы, передачи и так далее. Данное видео я делаю в преддверии 14 декабря 2020 года. В этот день будет достаточно сильное солнечное затмение, а также 21 декабря 2020 года будет очень серьезное планетарное событие, астрономическое событие, которое даст начало очень серьезным переменам во всем мире. И на эту тему я хотела бы снять отдельное видео, а вас я прошу написать в комментариях, интересует ли вас данная тематика. И вкратце я хотела бы сказать о некоторых ожидаемых событиях, сделать некоторые прогнозы, но я не буду называть конкретных дат и имен. И на ваш вопрос «почему?» я даю ответ вот в этом видео, и все ссылочки вы можете найти в описании внизу. Итак, уважаемые слушатели, которые находятся в России или Белоруссии, или имеют там близких, друзей, знакомых, я прошу вас передать им эту информацию. Я говорила это ранее и повторюсь сейчас, потому как сейчас это будет еще более актуальным. Я рекомендую вам держать свои финансовые запасы в иностранной валюте. По поводу Белоруссии. Ситуация, сложившаяся в 2020 году, пока что ослабляться не будет в ближайшее время. Россия. В России в ближайшее время, в ближайшие годы ожидается, как минимум, серьезная революция. А также очень скоро в России изменится власть. И я планирую сделать отдельное видео, в котором дам более обширные прогнозы по разным странам мира. И если эта тематика вас интересует, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, указывайте страну, которая вас интересует, и я постараюсь снять видео, учитывая ваши пожелания. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важную и полезную информацию. И я благодарю вас за внимание и желаю всего самого доброго и позитивного вам и вашим близким.